Приветствую вас! Вы снова на канале Шафранских, и сегодня вы увидите ролик о том, как мы продолжаем строить наше крыльцо-веранду. Немножко концепция поменялась, поэтому помимо того, что мы собирались сделать, мы решили все-таки усложнить конструкцию. Ну, смотрите видео, увидите, что будет дальше. Спасибо. Вот Андрюха обрабатывает доску огнебиозащиты. Сейчас я к нему присоединюсь. Когда обрабатываем весь массив, начнем потихонечку строить стены. Вчера подняли одну стену, но пошел дождь и убежали мы. Но собрали две. Сегодня поднимем вторую, постараемся успеть сделать еще две стены и поставить обе. Потихонечку наша верандочка начинает строиться. Намаялись с выставлением, но потом разметку сделали по хону, то есть сразу сверху снизу. А углы будем выравнивать тоже по нему, поэтому сейчас пока вот так. Углы мы сбивали из 3 досок, для того, чтобы потом можно было прикрепить внутреннюю отделку, да и просто, чтобы конструкция более устойчива к снегу была. Изнутри это выглядит вот так. Плохо видно, наверное. Но на внешний, когда поставим, покажу получше. Косинус запилили по хону в нижнюю обвязку. Но у косину делали не под 45, а чуть меньше, потому что у нас здесь будет некий ящик и, по сути дела, монолитное пространство. Здесь будет идти как бы такой подоконник. И он будет идти вот так по кругу. Сегодня предстоит поднятие вот этой стены. К сожалению, снимать сам подъем не знаю, сможем или нет. Операторов нет. На подмогу даже маму зовем поднимать длинную стену. Потому что вдвоем с Андрюхой у нас задачка выполняется, конечно. Но сегодня предстоит нетривиальная задача. Мы не совсем правильно собрали стену. Надо было ее собирать наоборот. И сейчас нам предстоит ее спустить и перевернуть, иначе мы не можем врезать в нее, в эту внешнюю стену укосину. Точнее, можно на весу, но это не очень удобно. Поэтому хотелось бы ее снять с веранды, перевернуть и положить обратно на веранду, и потом уже врезать укосину. Как-то так, ребят. Как всегда, все делается не совсем так, как планируется. Но все равно глаза боятся. Вот так вот фиксируем наши стеночки к нижней части. Такими болтами с шайбами, чтобы крепенько сдержалось за основание. Глухарь — лучшее средство. Поставили все 4 стены. Решили укосины сбоку тут не бить, потому как будет подоконник и будет зашиваться все снизу и чуть-чуть сверху. Сверху сделали двойную обвязку. Нахлест, все как положено. Временные укосины потом удалим, когда будем зашивать. Эти тоже штуки уберем. Все закрепили на глухари. И, как говорил Ларихон, прибили стены 3 90-сантиметровыми гвоздями. Там нахлест верхняя. Потихонечку
Вчера сделали стропила крыши. Устанавливали до позднего вечера вместе с сыном. Все очень просто. Вот здесь вот мы закрепили 120-ми гвоздями. А тут специальными скобами, сейчас покажу. Вот. На 8 саморезов с одной стороны и 8 саморезов с другой. Вот. Надеюсь, выдержит. Когда делали запил, я очень хорошо понял Антоху Ерошина. Сделать его как-то высчитать не получалось. И пришлось методом научного тыка делать шаблоны сначала из обрезков досок. Вот. Потом мы нашли подходящий угол и запилились. Уложили вроде без щелей нормально. Вот. А наверху, вот они, эти такие загогулины. Уголками их назвать нельзя. Они специально, видимо, для стропил сделаны. На несколько саморезов. Крепится. Вот. Надеюсь, выдержит. Ну, Хватает только на уничтожение одного-двух таких самолетов. Для возвращения на базу задача не совсем обязательная. Андрюха, помаши рукой. Мы очень боимся наверху ползать. Я туда вообще не влезу. Разрушу, боюсь. Вот. Только Андрей у нас отважный. Прибивает первую обрешетину. Вот. Как мы его оттуда снимать будем? Ну все. Вот мы затянули пленкой водонепроницайкой акстоновской. И зашили крышу обрешеткой дюймовкой на 15. На этом пока все. Чуть позже, когда денежка придет очередная, мы покроем это все, собственно говоря, металлическим покрытием, скорее всего. Вот, и приступим к покраске обшивки внешней. Еще вот здесь вот сделаем ригеля для упрочнения конструкции. Вот здесь тоже. Вот тут, 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 вот тут. Тут внизу пустим подоконник, который зарежем в стойке. То есть, чтобы он зашел вот так вот. И держал тоже всю конструкцию. Вот. А дальнейшая отделка, скорее всего, будем делать блокхаусом. Ну, вот это вот таким вот материалом. Вот. Чтобы в стиле дома было. Вот, привязки жесткой не будет. Андрюха сегодня молодец, практически в одиночку набивал дюймовку, потому что я наверх, боюсь, не залез бы. Меня бы не выдержало. Ура! Добрались до крыши. Сын шуруповертит активно. Продавили, конечно, как надо. Металлопрокат. Ну, а если б я залез, так он вообще плоский стал бы. Да, кстати, надо было дочку туда отправить. Обшивку крыльца блокхаусом. Уже тут низ зашили. Сейчас мы меленькие кладем. Вот такая красотища получается. Ура! Зашили блокхаусом. Все. Ой, остались только сделать дверь, но она вот она уже стоит. Вот, и окна решили сделать. Все зашили. Вот, а еще начали утеплять, потому что мы решили, что будут двери и окна. Поэтому урсой решили утеплиться. Набили уголки. Вот такой домик уже, избушка на курьих ножках. И сделали так, вот здесь вот еще планочку сделаю, вот тут. И будет вообще казаться, что это монолит. Один и тот же дом. Как вы сами видите, мы в результате концепцию полностью переработали. И теперь мы будем строить закрытую крыльцо, веранду. Ну, по сути, веранду.
Вот, слегка ее утеплим, не так, чтобы прям вот тепло-тепло, ну так, чтобы ветром не продувало и осенью было комфортно. Вот, спасибо, что посмотрели. Пожалуйста. В будущем мы, кстати, откроем новую рубрику. Решили обозреть инструмент, которым работаем. Не с позиции всяких там распаковщиков, а с позиции обычного покупателя, обычного пользователя этих инструментов в реальной жизни. Соответственно, никаких дорогущих инструментов там не будет. Это будет максимально доступный инструмент. Спасибо. Если вам интересно, если вы хотите не пропустить, не забудьте поставить колокольчик. Вот тогда ни одно видео мимо вас не пройдет. Подписывайтесь на канал. Будем рады.